Привет, фотограферы! Какие ваши дела? Надеюсь, у вас все клево. Меня зовут Виталик. И в этом видео мы будем говорить об азах Adobe Lightroom, потому что я подумал, перед тем, как я начну наваливать про свой workflow, о том, как делать крутые фотографии, как я их делаю, как искать крутые локации, какую камеру использую, какие объективы, какие настройки, в какое время дня лучше снимать, как снимать на телефон, как обрабатывать на телефоне. Все это класс, все это будет, наверное, позже, но надо бы начать с чего-нибудь попроще. Поэтому сегодня мы в экспресс-режиме пройдемся по основам Lightroom. Как вы поняли, это видео будет достаточно базовым, даже, я бы сказал, сильно базовым. Настолько базовым, что даже ваша бабуля после просмотра скажет: «Камон, внучок, но это же очевидно». Но очевидно не значит плохо, значит мы это сделаем. Вы готовы? Да, капитан! Кто? В смысле, погнали. Итак, мы в Lightroom разберемся с областями интереса. Верхняя панель — это основная навигация. Тут самыми важными для нас разделами является Library, где живет и управляется вся наша фотобиблиотека. Также модуль Develop, где мы будем проводить большую часть времени, обрабатывая наши фотографии. Остальные разделы Map, Book, Slideshow, Print и Web я использую крайне редко или даже никогда, и поэтому в этом видео мы о них говорить не будем. Вернемся к Library. Задача этого модуля — просмотр и управление фотобиблиотекой. Панель слева позволяет производить навигацию по папкам, по коллекциям, вот здесь вот ниже, создавать коллекции, создавать новые папки, реорганизовывать существующие, а также производить импорт фотографий. Давайте импортируем новые фото и посмотрим, как работает импорт в Lightroom. Для этого мы нажмем вот эту вот кнопочку «Импорт». И у нас откроется такое вот окно импорта. И здесь слева нам необходимо выбрать папку на компьютере, из которой мы будем добавлять наши фотографии. Я выберу вот эту папочку и нажму «Импорт» справа в углу. Теперь надо немножко подождать. Фото на месте. Теперь нас интересует панель внизу. Здесь у нас есть панель с опциями просмотра. По умолчанию Library отображает фотографии в виде сетки, Grid View, и размер превью этой сетки можно регулировать вот здесь вот справа, вот этим вот слайдером. Давайте немного увеличим. Далее у нас есть просмотр по одной, чтобы посмотреть фотографию в более развернутом виде. Следующий режим — это сравнение, это когда нам нужно сравнить две фотографии и выбрать одну лучшую. И следующий режим — это серия, это когда мы хотим посмотреть, как выглядит вся серия целиком, либо когда мы хотим выбрать одну из целой серии. И последняя иконка здесь — это People. Как она работает? Она просто опознает людей на фотографиях и показывает все фотографии с людьми. Давайте переключимся обратно в режим сетки. И теперь инструмент Painter Tool. Достаточно интересный инструмент, который позволяет быстро применять различные настройки к вашим фотографиям, не переходя в раздел Develop. А для этого нам необходимо выбрать этот инструмент. И вот здесь меняется наша панель, и мы можем выбрать, что этот инструмент будет делать. Добавлять кейворды, лейблы, флаги, рейтинги, копировать метадату или настройки вашей обработки, rotation, либо же мы будем добавлять фотографии в коллекцию быстро одним нажатием. То есть, к примеру, мы выбираем Target Collection, и у нас будет добавляться в быструю коллекцию. Соответственно, мы теперь просто наводим курсор и жмакаем на фотографиях, которые хотим добавить в коллекцию. Таким образом, они добавляются в коллекцию. А мы отменим это. Раз, два, три. Далее у нас панель сортировки. Здесь мы можем выбрать, каким образом будем сортировать наши фотографии. Я обычно использую режим по умолчанию по дате съемки. Далее у нас инструменты отбора фотографий. Можно ставить флаги, можно ставить звезды, можно ставить цветные лейблы. Если у вас нет этого в этой панели, то нажмите вот эту вот стрелочку справа и выберите, что хотите отображать. Итак, флаги. У нас есть целых два флага. И первый — это Pick, который как бы говорит Lightroom, что это фото отличное, мы будем с ним работать дальше. А также у нас есть флаг Reject, которым мы будем отмечать плохие, отвратительные фотографии, от которых мы хотим поскорее избавиться. И таким образом, ставя этот флаг, мы говорим Lightroom, что эти фотографии мы будем удалять. Кстати, лайфхак: если отметить все плохие фотографии этим флагом, то потом можно очень быстро с помощью сочетания клавиш Command-Delete либо Ctrl-Delete удалить все плохие фотографии за раз. Затем у нас идут звезды. Я пользуюсь как раз звездами, потому что это удобно и быстро. Обычно при отсмотре фотографий я ставлю одну или две звезды фотографиям, которые мне нравятся и с которыми я буду работать позже. Звезды мы можем ставить с помощью цифр на клавиатуре, где 1 — это одна звезда и 5 — 5 звезд. Ну вы поняли.
Идем дальше, и панель справа позволяет нам смотреть на гистограмму нашей выбранной фотографии, добавлять кейворды, то есть ключевые слова. Также здесь мы можем смотреть метаданные нашего кадра, чтобы знать, когда, в какое время и при каких настройках была сделана конкретная фотография. Ну и также у нас есть панель Comments, где мы можем добавлять комментарии к каждому кадру, если у нас есть настроение делать такие штуки. Теперь давайте перейдем к нашему главному оружию Develop Module. Для этого мы нажмем на вкладку Develop вот здесь вот вверху, и, как вы можете видеть, наш интерфейс немного поменялся. Слева у нас появилась панель пресетов, где вы можете просматривать ваши пресеты, применять их, смотреть, как они лягут на ваши фотографии, создавать свои, а также добавлять новые, которые вы могли скачать где-нибудь в интернете. Справа же наша самая важная панель во всем Lightroom. Здесь происходит вся магия цветокоррекции, и здесь у нас есть несколько разделов. Давайте пройдемся по ним. Первый раздел — это Basic, базовая коррекция, и в нем в идеале нужно приводить фото к сбалансированному, усредненному виду, если вы, конечно, не ставите себе целью художественную обработку. Небольшой лайфхак, особенно полезный для новичков, это вот эта вот кнопочка Autotone. Нажав на нее, Lightroom сам автоматически произведет базовую коррекцию фотографии, основываясь на своих алгоритмах. И это хороший старт для вашей фотообработки. Зачастую Lightroom делает довольно клевую работу, поэтому пользуйтесь. Другой лайфхак — это клавиша J на клавиатуре, которая включает режим Clipping, или по-русски можно сказать обрезка. Он показывает области на фото, которые слишком яркие или слишком темные, и поэтому там теряются детали. Чего мы не хотим? Мы хотим все детали. Чтобы избежать обрезки, например, в цветах, как на этом фото, нам нужно убирать highlights, регулировать этот слайдер. То есть давайте понизим его в этом случае еще немного. Либо, если слайдер highlights не помогает, то можно также воспользоваться слайдерами whites и exposure для нашего случая со цветами. Кстати, не волнуйтесь, если клавиша J ничего не показывает на вашей фотографии, это значит, что у вас никакая информация не обрезается, что есть. Замечательно. Далее, вторая секция — это Tone Curve, или тоновая кривая. Она отображает распределение тонов от черного, то есть теней, до белого, то есть цветов в правой части по горизонтальной оси. Вертикальная же ось отвечает за яркость этих тонов. Таким образом, наша левая часть — это тени, средняя часть — это средние тона, и самая правая часть — это цвета. Тоновая кривая часто используется для добавления контраста в фото. Другое применение — это, например, исправление оттенка, так называемый color cast. Например, в этом случае у нас много синего в фото, и давайте попробуем это немного исправить. Для этого мы перейдем в канал Blue, поставим точку примерно где-нибудь посередине и будем двигать эту точку вниз, тем самым, как вы можете видеть, убирая синий оттенок из нашей фотографии до, после. Как вы видите, намного менее синее. Двигаемся дальше, и здесь у нас HSL Color. Расшифровывается как Hue, Saturation, Luminance, то есть оттенок, насыщенность, яркость. Здесь мы можем работать с каждым цветом отдельно, и это очень важный шаг любой цветокоррекции. К примеру, на этом фото давайте попробуем поиграть с зелеными. Как вы видите, наш парк, деревья меняют свой цвет. Либо, соответственно, синий у нас отвечает, очевидно, за небо. Как вы можете видеть, цвет неба также меняется довольно драматичненько. Можно крутить цвета на глаз, как я сделал это только что, либо использовать вот этот вот инструмент и просто навести его на интересующий вас цвет, нажать. Справа у нас подсветится, какой это цвет или какие это цвета. И теперь мы просто нажимаем и двигаем мышью вверх либо вниз, тем самым меняя цвета. Соответственно, то же самое можно делать с насыщенностью и с яркостью каждого из цветов. Следующая секция — это Split Toning, и это очень мощный инструмент, который работает в паре с предыдущим, то есть с HSL. Тут мы можем дополнительно тонировать наши цвета и тени, добавляя к ним определенные оттенки цвета. Я часто добавляю синий-голубой в тени при невысокой насыщенности и оранжевый в цвета, тоже невысокой насыщенности, особенно если на фотографии присутствует человек, либо это какой-нибудь закатный кадр. Далее у нас идет панель Detail, и здесь мы можем добавлять немножко резкости к нашей фотографии,
но я обычно делаю это уже позже в фотошопе. Также у нас здесь есть Noise Reduction, то есть шумодав. Если в нашем фото присутствует достаточно неприятный шум, то мы можем воспользоваться встроенным инструментом шумоподавления. Но важно отметить, что с этим слайдером стоит быть аккуратнее, потому что чем выше значение этого слайдера, тем более размытыми становятся детали вашей фотографии, оно становится таким неестественным, заблюренным, что не очень прикольно. Следующая секция — это Lens Corrections, и здесь простой галочкой Lightroom за нас убирает всякие искажения и прочие косяки, хроматические аберрации и прочие неприятные штуки, которые портят наши фотографии. Если ваша камера борется с этим внутри, то есть производитель позаботился об их исправлении внутри камеры, то Lightroom напишет вам как раз об этом вот здесь. Если же нет, то вы можете нажать Enable Profile Corrections и с помощью этих дропдаунов выбрать вашу камеру. Далее у нас секция Transform, и здесь мы можем исправлять геометрические искажения в нашем кадре. То есть, например, давайте посмотрим на примере вот этой фотографии. Мы можем видеть, что вот это вот здание, оно немножко отклонено. Не сильно, не критично, но не совсем вертикальная линия. И давайте посмотрим, что может сделать Transform. Мы нажимаем кнопочку Vertical, и как вы видите, автоматически у нас исправились вертикальные линии в кадре. Классно? До, после. Таким образом, с помощью Transform можно исправлять неровности и заботиться о геометрии нашего кадра. Следующая панель — это Effects. И здесь мы имеем целых два эффекта: виньетка и зерно, зернистость, grain. Я в основном пользуюсь виньеткой, я очень редко добавляю зернистость к моим работам. Как добавить виньетку? Я просто перетягиваю этот слайдер влево, тем самым затемняя наши углы нашего кадра. Ну а grain добавляет в наш кадр зернистость. Если мы повысим этот слайдер и приблизим, то вы можете видеть, у нас стало намного больше зерна в кадре. Ну а теперь наш последний подраздел — Calibration или калибровка цвета. Как работает? К примеру, если мы потянем за слайдер Blue Primary, то, как вы видите, у нас в кадре меняются не только голубые, а в принципе все цвета. Почему так происходит? Потому что здесь совсем другой принцип работы, отличный от того, по которому работает панель HSL Color, которую мы смотрели раньше. Любой цвет на нашем фото — это на самом деле микс из трех основных цветов: красного, зеленого, голубого, Red, Green, Blue, RGB. И когда вы тянете этот слайдер в панели Calibration, вы влияете на все оттенки этого цвета глобально по всему фото. Таким образом, это довольно мощный инструмент творческой цветокоррекции, и я пользуюсь им довольно часто. Так, а теперь давайте вернемся на самый верх и разберем еще одну панель, а конкретно вот эту вот панель с инструментами. Здесь у нас несколько инструментов, и первый — это Crop, с помощью которого можно кадрировать изображение и подготовить его для экспорта. И, кстати, если нажимать на клавиатуре клавишу O и продолжить ее нажимать несколько раз, то это меняет нашу сетку на другие сетки, с помощью которых можно выстраивать композицию нашего кадра по другим правилам композиции. Далее у нас инструмент Spot Removal, и с помощью него мы можем убирать нежелательные части. Например, вот этот вот кусочек мы рисуем здесь примерно вот так и двигаем, откуда мы хотим брать образец, чтобы перекрыть нежелательный элемент. К примеру, пускай будет вот так. Это можно сделать по-быстрому в Lightroom, но вообще я рекомендую делать это в Photoshop, там это быстрее, проще и легче. Далее у нас есть инструмент удаления красных глаз, и с помощью него можно буквально в несколько нажатий убирать красные глаза из ваших фотографий. Далее у нас три последних инструмента, очень важных инструмента, ими я пользуюсь постоянно. Это Graduated Filter, вот этот вот прямоугольничек, Radial Filter, радиальный фильтр, и Adjustment Brush. С помощью них можно влиять на отдельные части фотографии, при этом не затрагивая ее всю. Например, возьмем вот это фото и возьмем радиальный фильтр и применим его примерно вот так. Немножко изменим позицию и уберем экспозицию, затемнив тем самым нашу область. Убираем галочку с кнопочки Invert, и теперь, как вы можете видеть, наша область вне этого фильтра затемнилась, тем самым делая фокус на нашем главном объекте в этой фотографии. Да. Ну а теперь наша последняя остановка — это экспорт фотографий. Для экспорта нам нужно выбрать фотографии, которые мы хотим экспортировать. К примеру, пускай это будет вот эти вот две. И затем нажать на File, Export, либо просто нажать Command-Shift-E или Ctrl-Shift-E на винде. Нажимаем Экспорт. У нас появляется вот такое вот окно.
И здесь мы можем в первой секции выбрать папку, куда мы хотим сохранить наши фотографии. Далее мы можем переименовать фото, если есть такое желание. Затем у нас идет File Settings, то есть выбор формата. Мы можем выбрать, в каком формате мы хотим сохранить нашу фотографию, а также выбрать ее качество. Следующий раздел — это Image Sizing. Очевидно, нам для Инстаграма особенно нам не требуется фотография в полном разрешении, и в этом разделе мы можем как раз уменьшить ее до более оптимального размера. Обычно я ставлю галочку Resize to Fit и выбираю Short Edge. Таким образом я буду уменьшать фотографию по короткой стороне. И короткая сторона в моем случае должна быть 1280 пикселей. Таким образом, вне зависимости от того, в landscape режиме сделано или в портретном режиме, Lightroom будет уменьшать ее, основываясь на размере короткой стороны. Ну и затем мы просто нажимаем экспорт, и наши фото экспортируются в нужную нам папку. Вот и все, ребятки. Мы коротко пробежались по основам программы, посмотрели, что как работает и где находится, и теперь вы можете начинать делать свою магию в Lightroom. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, не ставьте дизлайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал, и в будущем здесь будет выходить больше видео об обработке и о фотографии. Увидимся с вами позже. Пока-пока!